Я враг комьюнити. Продался. Мы все с вами в одной лодке. Вот так вот одна строчка, одна фраза в шорте, впечатление смазало, да? А знаете почему? Держи! Зомбак, держи, и зомбак такой... А что с этим делать? Раз, два, три. Внимание! Вы можете выиграть голду. Для этого делайте клипы из этого выпуска подкаста. В название ставьте хэштег и свой игровой ID. 3 самых просматриваемых шортса получат от нас приз, а победителей предыдущего конкурса вы видите у себя на экране. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Рады приветствовать вас на новом выпуске подкаста Voice Chat. Сегодня в нашей студии необычные гости Веля и Аполлон, блогеры, которые были со Standoff 2 чуть ли не с самого начала игры. А помогать мне сегодня будет мой коллега Антон, который, как вы знаете, когда-то был киберспортсменом по Standoff 2, а теперь является моим коллегой. И тема нашего сегодняшнего подкаста — это развитие игры, развитие Standoff 2. Мы поговорим о взлетах и падениях, поговорим о сильных сторонах и о тех моментах, которые можно было бы в игре улучшить. Затронем тему развития и, наверное, сразу же обращусь к нашим гостям. Ребята, помните, наверное, как начинался путь ваш, как блогеров, путь самой игры. И хотелось бы узнать у вас, какие чувства, какие эмоции, какие события всплывают у вас в голове, когда мы говорим о самых ранних этапах стендоффа. Давай, Вадим, наверное, начнем с тебя. Что первое у меня всплывает в голове, когда мы говорим про начало пути блогерское, да? Маршрутка. Это как? Это, смотри, как вообще мы пришли к стендоффу? Дело в том, что я вообще про мобильный гейминг ни-ни. Я думал, что на мобильных телефонах играют только там 3 в ряд, да, вот эти вот там всякие мармеладки, вот это вот, дудл-джампы, вот эти вот там тетрисы. 2048, к примеру. Да, кстати, тоже очень популярная в свое время была игра. Вот, и как-то я сижу в маршрутке, вот, еду до, собственно, Рома Гриза, и я смотрю, там, все сидят в телефонах и играют в игры. И я такой, интересно, то есть какие-то все-таки игры, и их завлекают, и надо вообще посмотреть, зайти в Google Play и понять, а что там есть. И так как я в свое время большой фанат Counter-Strike, еще вот с таких вот, так сказать, времен, да, я такой, а что по шутерам? И там бам, и Standoff 2. И... Ну, естественно, еще другие какие-то аналоги. Ну, другие аналоги нет. Смотри, почему именно взгляд на Standoff 2 пал? Потому что, во-первых, это реально шутер на телефоне, полный, прям сделанный максимально... Как на компьютере ты поиграешь. Да. Какой год это был? Это было начало 2019 года. Скажи, пожалуйста, твоя блогерская карьера началась именно со стендоффа или с чего-то еще до? Нет, блогерская карьера начиналась в 2017 году. И как любой начинающий блогер, надо биться абсолютно в разный контент. И стримы по разным играм, и какие-то разные форматы, и так далее. Вот. И опять возвращаясь вот про маршрутку, да, историю, я понял, что, вот это то самое, куда нужно биться. Хорошо. Аполлон, у тебя... Как началась твоя блогерская карьера? Началась ли она сразу со стендоффа, с чего-то еще? И в каком это было году? В каком году? Ну, примерно это 16-й где-то год. Со времен школы я любил играть в компьютерную игру, там, в кружочки типа Агарио, чашка Петри. До сих пор иногда захожу, поигрываю, поностальгирую. Знаком уже с администрацией, потому что, блогер как-никак, проявил себя как-то в этой игре и, в общем, начинал свой YouTube-канал именно по чашке Петри, по этим кружочкам. Что такое чашка Петри? Это как Агарио. Кружочки жрут друг друга. Ты управляешь? Была Слизарио, помнишь? Слизарио было. Червячки друг друга. Слизарио, червячки я помню. Да. Агарио я тоже помню. Так, да. Как он чашка? Это русский аналог Агарио, чашка Петри. В общем, начинал я делать эдиты, фрагмувики по кружочкам.
То есть это были фрагментики. Подожди, реально? То есть это был монтаж, это Да, был я под брал, музыку? заходил в монтажку на ноутбуке в Фильмору, насколько я помню, и просто выносил всех в кружочках И под жесткую музыку и монтаж. Синхронил под биты, как ты ешь другие кружочки, правильно? я Как понимаю? кружочки поглощают другие Именно. кружочки под крутую Я музыку. кружочком выношу весь сервер, кушаю всех кружочков. Ты Да. снимал эдиты и фрагмувики в кружочках, Да, в червячках. да. И как стендофу к этому пришло? Как стендоф появился? Ну, я в много этом? играл в школе на телефончике. Много играл в школе на телефончике со своим другом, особенно лучшим. Леша его зовут. Леша, привет, ты мой... Обожаю тебя, братишечка. Дружим уже больше 10 лет. В общем, играли мы на телефоне в разные игрушки, и попалась игра Standoff 2. И постепенно я начал делать мувики не только по кружочкам, а еще с телефончика со своего андроида супер лагающего в Standoff 2 начал делать фрагмувики. А как тебя вообще привлек формат шутера? Потому что кружочки — это не шутер, а Standoff 2 — это шутер. Или тебе было интересно тоже и попробовать другой формат игры? А ты имеешь в виду аудиторию, которая переносится от одного типа контента к другому? Нет, в плане тебе лично, как зашел шутер, формат шутера? Формат шутера? Ну, знаешь, я как бы особо не задумывался об этом, я просто на телефонах играл в школе с другом и дошел до этой игры. То есть... Понимаете, что вы, Эксельболт, просто увели контент-креатора из кружочков. Из Мне чашки кажется, Петри. что после этого эти кружочки закрылись. Ну, сам жанр данной игры очень сильно упал. Агарио на низких супер онлайнах. Чашка Петри более-менее как-то живет, помогаю ей, иногда пытаюсь. В общем, ну да, просто ушедший жанр эти кружочки на самом деле. Но А теперь представьте, сколько вы людей увели в Standoff 2 там, из тюряги онлайн. Я думаю, Ты что думаешь, это не эти наша игры настолько целевая близко аудитория? друг к другу по времени я думаю, выхода? что вы вообще все пылесосили. Вот тогда, в 2019 году, все пылесосили. Все начинали играть в Standoff 2, все заводили свой YouTube-канал и пытались как-то вот пробиться в блогинг, потому что на самом деле, если мы говорим про начало блогинга, да, и про начало вот самой игры и зарождения каналов, то Standoff 2 это был просто нереально мощный трамплин для карьеры. Вот, потому что игра только зарождалась, и на ранних этапах игра очень сильно набирала и очень резко набирала аудиторию, а если игра набирает аудиторию, то и блогер набирает аудиторию. Поэтому я помню, когда, собственно, вот мы только начали с Ромой делать контент по Standoff 2, вот, буквально полгода проходит, а у нас уже 100 тысяч подписчиков там, допустим, да, вот, а некоторые люди на каких-то других играх 100 тысяч подписчиков могут там добить там за 2-3 года. Короче, стендов стал таким трамплином в 19-м Для году. многих. И я даже скажу тебе так, даже в 24-м Standoff 2 для многих до сих пор является трамплином именно в YouTube-карьеру. Вы считаете 19-й год такой золотой эрой блогинга в стендофе? Или это все-таки начало и золотая эра где-то подальше? ну, насколько я помню, даже начал особо как-то киберспорт развиваться довольно-таки сильно, и многие играли с телефона. 4 на 4, на то время даже возможности не было 5 на 5 играть, к сожалению, туда-сюда переходили наблюдатели. В целом, игра довольно-таки сильно развилась от начала до 2019 года, и поэтому я считаю, что довольно-таки много людей как раз-таки из-за этого и привело в игру. И действительно, этот год довольно-таки был высокий по приливу новых игроков. А мне кажется по-другому. Слушай, вот 19-й год, да, золотой, спору нет. 20-й год был золотой тоже. То есть комьюнити расширялось, блогеры расширялись, развивались. 21-й год был тоже там вполне хайповым. 22-й, ну, по всем известным причинам понятно, что там где-то пошло там на спад и так далее. Но я даже сейчас скажу, даже 24-й год очень-очень хороший год для Standoff 2. То есть мне всегда спрашивают, типа, вот там не чувствуешь, что игра там, допустим, умирает, да? Не чувствуешь, что какой-то вот сейчас, так сказать, почва из-под ног уходит? Я говорю, нет, все как было классно, так и осталось.
То есть прямо сейчас любой игрок может создать там свой TikTok аккаунт, YouTube аккаунт и на стендофе действительно поднять просмотры, поднять онлайн, поднять там подписчиков. Вот. То есть если это можно делать, значит все окей, значит все расширяется, только вверх идет. Вернемся, наверное, к теме развития. Вы, как блогеры, которые освещают события в игре, которые идут параллельно с игрой, наверное, запомнили самые яркие события на пути и вашей карьеры, и игры в том числе. Например, что-то в игре произошло такое, что-то обновление вышло или какое-то событие в комьюнити. Вы записали об этом ролик или просто как-то заобсуждали. Вот интересно, за последние годы, что запомнилось вам больше всего из этого? Давайте сначала поговорим про блогерские какие-то пики, а потом про пики самой игры. Я думаю, они связаны между собой тоже. Вадим, давай начнешь, я присоединюсь. Давай. Посмотрю, что можно еще сказать. 50 тысяч онлайна на стриме перед каким-то обновлением, по-моему, новогодним. Мгм. И для меня это был прям вообще шок. Просто представьте, 50 тысяч людей Это очень на сильно. трансляции. Это очень сильно. Это а-ля как какой-то телеканал уже. Вот, и все это, да, игроки стендоффа, и мы все ждали обнову. Самый хайповый на Ютубе тогда был стример Ninja, когда он перешел с Твича. Вот. Фортнайтер. Ага. Да, оно самое. У него было 100 тысяч онлайна. Но он, извините, какой он, Какая собственно... пушка. Да. Миллионник, Как просто он, 10-миллионник. Он 10, даже больше миллионник Да. и там, а тут просто стрим В 2 по раза стендоффу. меньше всего лишь. Чуть, да, в 2 раза меньше. Вот это запомнилось. Действительно сильный момент. Как думаете, почему сейчас такого нет? YouTube замедляют. Тоже верно. Только поэтому? А Да. также зависит от вас, естественно. Вы будете и должны делать какой-то невероятный контент, добавлять в игру, и от всех зависит. Это колоссальное количество паутины просто сетей, из которых складывается вот такой вот огромный пик онлайна. Я скажу так, конечно, камень, так сказать, вот всей этой проблемы Мопай. это замедление Ютуба, это однозначно. камень. Вот, потому что, к сожалению, сейчас не каждый зритель имеет доступ к этому видеохостингу, вот, и большинство зрителей распределили сейчас там на ВК-видео, на Рутюб, грубо говоря, вот, и такая проблема. Если мы берем со стороны Excel Bolt, да, в принципе, что выходило, то и выходило у Excel Bolt всегда. Это были какие-то там трейлеры, какие-то там другой контент, обновления там новогоднее, там неважно какой. Все как бы окей. Единственное, что действительно очень сильно ударило по онлайну, так это, Вот ты имеешь в виду, наверное, контент в самой игре. контент в самой игре, грубо Потому говоря, что, там... да, у меня есть еще мысль на этот счет. За последние несколько лет, последние, наверное, 1,5-2 года, наша команда тоже сильно выросла, и мы стали делать больше медиа-контента. Например, раньше, вот ты говоришь, обновление ждали новогоднее, стрим, скорее всего, тогда в те времена выходил трейлер, который показывал И всё. сразу все фишки, и все. И Да. всё. Сейчас мы выпускаем обзор карт отдельно, Нет, обзор тут скинов респект. показываем все заранее, посты делаем. Вы создавали с- кучу аккаунтов на Ютубе. Да, просто. несколько Везде аккаунтов все. на Ютубе, Вот это в респект. которых показываем все заранее, и, возможно, аудитория тоже размывается по этому контенту. То есть... Нет. Я тебе так скажу. Дело в том, что, окей, да, вы делаете больше контента, значит, вы отбираете контент у нас, якобы можно об этом подумать. Но речь о том, что вы делаете больше контента, показывая, там, допустим, Battle Pass, показывая карты, вы даете, наоборот, нам контент, чтобы мы делали реакцию, чтобы мы сидели с аудиторией, там, допустим, на стримах, либо в видеоролике, и об этом рассуждали. Наоборот, чем больше контента, чем больше вы показываете какие-то эксклюзивные, уникальные кадры, вот, тем больше, как говорится, у нас работы. Верно. Абсолютно. Yes. Тут я обращусь к нашим зрителям. Напишите в комментариях, нравится вам, когда весь контент обновления показан заранее, или все-таки стоит сохранить небольшую интригу. Как ютуберы вы освещаете, разумеется, не только знаковые и крутые моменты в игре, но и в своих видео говорите и о проблемах тоже. И если мы возьмем промежуток от начала вашей карьеры до текущего момента, какие проблемы в игре вы заметили ярче всего? Может быть, какие-то актуальны до сих пор, может, какие-то уже исправлены, но какие-то колкие моменты, которые вам, возможно, даже на самом старте игры не понравились. То есть вы зашли Давай на впервые счет 3 и... скажем. У тебя явно это слово в голове. Не знаю.
Давай на Так, счет 3. ну, хорошо, Давай. легчайшее. Раз, два, три. Читеры. О! Да, однозначно, читеры — это самая большая, самая масштабная, Любой самая главная мобильной игры. проблема. Это, ну, вообще игровой индустрии клиента-серверная составляющая. Верно. Ну, сетевая архитектура. Ну, сетевая да, которую мы- архитектура. Добавлю про кнопку репорта. Очень много идей было от комьюнити по поводу того, чтобы кнопка у Ютуба была как бы возвышала игроков, которые действительно в очень большом шансе репортят Чтобы- именно софтеров. Чтобы галочка ютубера давала какой-то приоритет в... Я бы не сказал, что чисто для ютуберов. Я бы сказал, для тех, кто часто угадывает с репортом и часто закидывает именно только читеров, а не обычных честных игроков. Их репорты ставились бы выше и быстрее реагировались. Я бы вообще Мысль выдавал бы интересная. какую-то награду за то, что ты пожаловался и читера забанили. Да, 100 читеров забанил, на тебе медаль. Нет, да даже не медальку, типа, там, молодец, ты забанил читера, вот тебе скин на время, типа, ты молодец, спасибо большое, что помогаешь нам делать игру лучше. Или там, вот тебе, там, Это, как скорее всего, это повлечет то, что количество репортов увеличится в очень-очень много Да, раз, потому да. что И люди будут начнут очень много. кидать абсолютно всех подряд. И у нас и так, на самом деле, в день очень много тысяч жалоб в день. Много тысяч жалоб на читеров, и все это нужно обрабатывать. И обрабатывают, конечно же, люди. И если еще много-много тысяч добавится просто от людей, которые хотят, ну, мы хотим заработать А голду, вдруг давайте угадаю, да? да, то это, скорее всего, только увеличит время ожидания блокировки. На самом деле проводится очень много экспериментов. Одним из таких экспериментов стал хэллоуинский режим, где были модификаторы именно в самой игре. Естественно, тестируется, как мы можем взаимодействовать с игроком в самой игре, чтобы потом внедрять это на какой-то постоянной основе. И мы очень расстроимся, если эти модификаторы не добавят в кастомные режимы. Если вдруг опять что-то нужно перелопатить для того, чтобы эти все модификаторы, там, такая как там пол — это лава, зона и так далее, нужно добавить, там, допустим, в кастомку. Вот, потому что по режиму кошмар, а я считаю это лучшим хэллоуинским режимом, Согласен. потому что то, что вы сделали, из одного режима вы сделали несколько. Это просто. Это неописуемые эмоции, когда Жесть. ты видишь эту зону, как в батл-роялях, Да. и у тебя вот, как у игрока, ты такой, вау. Вот, и вот режим кошмар закончится, хэллоуинская обнова закончится, а мы этот экспириенс прошли, Потеряем. да, и мы его потеряем, представьте. В кастомке его. В кастомке. Хорошо, услышано. Хорошо. Я предлагаю вернуться все же в начало, поскольку мы недообсудили тему, к этим всем блогерским надеждам, желаниям, стремлениям. Была ли у вас какая-то уверенность в успехе? Вот ты, допустим, говоришь, что в 2019 году стендов стал неким трамплином для многих блогеров, и для вас в том числе. Этот трамплин и стал, то есть аудитория стала для вас уверенностью, или что-то было еще, что говорило вам о том, что нужно не останавливаться, что здесь все будет хорошо? Хороший вопрос. Уверенности как таковой ни тогда, ни сейчас нет, потому что, ну, опять же, мы живем в такое время, что сегодня ты блогер, там, миллионник, завтра ты Отменен везде. свободная касса кричишь, вот так вот, свободная касса, и выносишь там двойной чизбургер. Вот, Что но- тоже неплохо в любом случае. Да, но, давайте так, уверенность, знаете в чем? В том, что вы, разработчики Excel Bolt Studio, она всегда на контакте с блогерами. Если у нас есть вопросы, мы всегда на них получим ответы. Если нам нужна помощь, вы всегда эту помощь нам дадите. И, естественно, на фоне того, что игра развивается, аудитория приходит, и если вдруг у нас есть какие-то проблемы, вы эти проблемы нам помогаете решать, вот и командная работа блогер и разработчик, вот это придает уверенности. Ну, насчет уверенности, когда ты чем-то занимаешься, в чем-то устремлен, в любом случае не нужно гнаться за чем-то материальным и за чем-то прям, за деньгами, может быть, к примеру, не знаю. В общем, тебе нужно просто делать то, что ты любишь. И если ты делаешь это ради достижения каких-то побрякушек и прочего,
вряд ли у тебя что-то получится. Но если ты устремлен просто нести качественный контент в массы, если ты устремлен как-то продвинуть игру или продвинуть интересы комьюнити, то действительно у тебя может с высокой долей вероятности получиться. Кстати, Благодарю. вот про материальные всякие штуки тоже вопрос. Превратилось ли у вас блогерство в какой-то бизнес? Или у вас искренний интерес к игре до сих пор сохраняется? Отвечать обязательно честно. Бизнес и искренний интерес игры, Несочетаемо. ты думаешь, несочетаемо? Бизнес? Да, ты можешь внести какой-то бизнес, но... Ну вот, допустим, Антон, смотри, я знаю, что ты снимаешь некоторые другие игры, допустим. Верно. У тебя даже есть другие каналы по Верно. этим играм. Это ли не бизнес? То есть ты развиваешь разные направления. То есть если бы у тебя, условно говоря, был искренний интерес только к стендоффу, наверное, ты снимал бы только стендофф. Но ты же понимаешь, что это ютуберская карьера, значит, есть смысл развиваться и в других направлениях тоже. Это бизнес, нет? Тоже верно, я как бы коллекционирую YouTube-кнопки, и в любом случае... Потом Да. продаешь их, это твой бизнес. Конечно, конечно, на Авито Apollon.22. Если вы вдруг не в курсе, золотая кнопка сделана из золота. И теперь вы просто представьте, сколько на этом можно навариться. Легчайшая, да. Я просто увлечен мобильными играми и поставил достижения в 3 YouTube-каналах по супер хорошей отыгровке на планшете, ну, либо на телефоне, на любом устройстве. Я очень в многие игры переиграл. Я как мобильный рекрент-стример, можно так сказать. К примеру, в игре PUBG Mobile я брал завоевателей в 10 КД. Это сильно, но, может быть, кто-то не знаком. В Бравл Старсе я апал очень много званий. Мастер, абсолютно в одиночку без команды. Много 30-х, 35-х рангов. В стендоффе я довольно-таки много играл. И в целом легенды брал там в 1,5 КД. Ну, не супер старался КД как-то тащить. Но, в общем, в каждой мобильной игре, которая именно мне понравилась, я вкладываюсь по полной и стараюсь занимать какие-то лидирующие позиции в списках игроков. Я думаю, это все-таки баланс карьеры и какого-то искреннего Я увлечения. Вот, знаешь, что хочу сказать? То есть, грубо говоря, вот лично у нас, если брать, да, Веля Медиа — это прям студия продакшена, контента. Это бизнес? Бизнес. Там у нас площадки монетизируются, мы продаем рекламу. Это бизнес? Бизнес. Получаю ли я интерес, играя в стендов? Однозначно да. Потому что как ты можешь вести бизнес, ну там, допустим, делая контент по игре Standoff 2, если ты искренне не любишь эту игру? Но тут может быть такой тейк, что начинал-то ты, может быть, с искреннего желания играть, а Да. потом ты понимаешь, что это просто уже как какая-то твоя обязаловка, что без этого как бы у тебя не получится ничего дальше, и тебе вот просто приходится это делать. Окей, а я скажу. С самого начала был интерес к игре, что-то новое, там ты исследуешь и так далее. Сейчас интерес больше в развитии игры. Если раньше интерес к просто игре, там играть, стрелять, сейчас развивать игру. Мы все с вами в одной лодке и гребем в одно направление. И теперь как бы вот в этом интерес. Вот смотри, Веля, ты говоришь о том, что, допустим, было 50 тысяч онлайна на реакции к новогоднему трейлеру. Это яркий прорывной момент. Но это был момент в твоей карьере. К вам вопрос, что стало, по вашему мнению, прорывным моментом в стендоффе? Может быть, какое-то обновление, когда там появился матчмейкинг. Может быть, еще какая-нибудь карта появилась, которая прям вот вау. Такой вот прям прорывной. Fireborn. Да, Молотов. это самый популярный ролик вообще. Fireborn Трейлер. у нас на канале Веля собрал, во-первых, обзор трейлера 1 миллион, обзор обновления 1 миллион, покупку Battle Pass'а 1,5 миллиона и так далее. А еще и там уже и кейсы добавляли, да, тоже там по 1 миллиону. Это самое прорывное обновление, самое крутое. И в этом обновлении вы добавили один из самых важных игровых элементов, который стал мемом Молотов. с участием меня. Молотов. А как?
С участием тебя он стал мемом. Ну, типа, Молотов, видел этот мем? А, как там, где ты орешь на Да, Молотов, Молотов, типа? Молотов, вот это вот. Ну, да, прикольно. И, ну, из этого просто куча мемов наделали в ТикТоке, вот. Ну, просто Молотов — это вот тема, это все ждали же Молотов. И самое забавное, почему именно Молотов стал вот таким вот моментом хайпа, когда... это потому что большинство в комьюнити Просили. сидела и такая, типа, Молотов невозможно на Юнити сделать, Да, это да, огонь, да. огонь это невозможно. Я ролик смотрел, там говорили, нельзя. Вот, и тут добавляют Молотов. И все такие, То есть вы оба согласны с тем, что Fireborn 5-й сезон был таким прям ярким моментом, огненным, Самым. я бы даже сказал. ярким. Но, может быть, у Антона другое мнение, потому что, ну вот, я бы лично сказал бы, что про момент, это когда матчмейкинг добавились, ну, в стендов добавился матчмейкинг, потому что и без матчмейкинга-то что играли бы? ЗБ и КБ? Когда это было? 0-11-0. Нет, по поводу матчмейкинга и так далее, окей, добавили матчмейкинг, но потом как его еще перелопатили. Я не знаю, Аполлон помнит ли этот момент, был ли ты тогда у нас, собственно, в комьюнити, но я помню, Я с когда нуля, можно слили сказать. тестовый билд матчмейкинга, вот, и мы все понаскачивали этот билд, еще не было никакого игрового худа под это, а мы все равно играли в матчмейкинг. Ну, в Вот. комьюнити я не был. Но Пожалуйста. почему Fireborn? Потому что, наверное, это то обновление, которое все ждали, и оно вышло вовремя, и оно вышло как надо, и все сложилось, все звезды сложились так, что в итоге все были просто в нереальном восторге. Хотя, казалось бы, по наполнению контентом. Молотов, окей, круто. всё. Долбереты. Переработали провинцию. Перчатки, по-моему, добавили. Тоже хорошие такие, неплохие. Как будто сейчас, Новых оперативников. например, Лысый. персонаж. А, Да. легендарный лысик. Лысый, Кстати. просто шикарен. В натуре, который, ну вот, Меня- это просто персонаж-мем. У меня чибик от него дома, я иногда надеваю красную такую вельветовую рубашку и просто похож максимально на него. И Становлюсь. просто мну своего лысого. Может, прикреплю фото даже, сфоткаюсь для вас. Антон, все же ты скажи, может быть, у тебя другое обновление ассоциируется прям с прорывным успехом? Или Ну, фича какая-то Действительно, в конкретная. стендоффе было довольно-таки много памятных и популярных событий, когда там гифтбоксы всякие, там новогодние обновления, когда все бегали за маленьких таких человечков, как Эльфов. это там было, да, за эльфов. В 21 году вроде. Я подмечу то, что вы всегда стараетесь внести какой-то хайп в любое тематическое обновление, и что везде где-то в любом случае прыгает онлайн хорошо. Но с Fireborn не зря это самый популярный трейлер на вашем стендов-канале с этим Молотовым и этим лысым плаки-плаки. В общем, Бихолдера показали тогда, по-моему, Бихолдера, еще, да. да. Я хочу спросить в комментариях, какое у наших зрителей любимое обновление или какая функция, по вашему мнению, была прорывной и стала для вас самым ярким моментом в стендоффе? Ну, Ну, давайте спросим все же, какое обновление, наверное, у вас были от него какие-то ожидания сильные-сильные, и ожидания не оправдались. Вот что было за обновление и почему не оправдались ожидания? В общем, самое, я не побоюсь этого слова, провальное обновление, это обновление Space Vision. разве? Это летнее обновление, и мы все Летнее. ожидали чего-то вайбового, летнего, свежего, зеленого, Ностальгического, как нам заявляли. ностальгического. Ностальгию да. Как Fun хотели and Sun, в добавить. общем, Нас- что-то такое, да? Вот, да, что-то в районе Fun and Sun. То Но есть, если бы Fun and Sun вышел вместо Space Vision, все было бы окей. все было бы окей. Если бы одно но, вы не говорили ностальгический. Ностальгию мы испытать должны Да. То есть вы кружки. искали Да. какую-то пасхалку уже, которая была в самой игре. Вот. были. В самой игре мы ожидали ностальгию Мы увидеть. ожидали, ну, именно прочувствовать это чувство ностальгии. Мы просто, ну, не понимали, в каком формате оно будет. Возможно, что-то связано с игрой, либо что-то связано вообще ну, просто с игровой индустрией и так далее. Но выкатили. Во-первых, трейлер. Выкатили.
он был интересен, и видно, что там у Бихолдера там своя лаборатория, какие-то эксперименты, и ты начинаешь проникаться историей, что он злодей, у него есть лаборатория, и он будет делать всякие плохие, злые моменты. И вот это вот там, когда этого человека ставят вот в этот аппарат, и когда там Нортон is back, ты такой думаешь, так, окей, пока мы не расстраиваемся, ничего не понятно. Трейлеры не всегда раскрывают всю суть обновления. Трейлер — это просто, возможно, синематик, продолжение, собственно, истории Standoff 2. Но ничего не показали, да и ладно. И тут выходит Space Vision, квейкообразные режимы. И просто, извините меня, что? И я понял, к чему ностальгия. По Квейку? По Quake игре, да. Да! По Квейку без рокет-джампа? Рейлганы зато были. Вы сделали Квейк без рокет-джампа? Он был чуть-чуть. Даже если фанаты Квейка, они все-таки, поняли отсылку, они были просто расстроены. Потому что делать квейкообразный режим, но не добавлять ту самую квейковость. Провал. Ужас просто. Это я не знаю. Извините меня. Я был полностью расстроен. Опять же, большинство игроков родилось в тот момент, когда намного позже, чем была игра на хайпе, Да. Quake. Но, само собой, там одно дело делать обзорное обновление. То есть меня часто критикуют, типа, Вель, почему ты делаешь обзорное обновление, кричишь, и тебе все нравится, а потом ты, оказывается, там говоришь, что вот, там, тебе что-то не понравилось. Потому что, окей, как все выполнено, там, дизайнерская работа, работа там со скинами, работа там с картами, у вас все великолепно получается. Но потом я понял, что это не то, что мы ждали. Вы все красиво нарисовали, все вот прям молодцы, но само обновление шляпа полная. Вот так вот одна строчка, одна фраза в шорте, впечатление смазало, да? А знаете Ностальгия. почему? Знаете почему? Потому что мы мы присматриваемся под лупой к каждому вашему слову. заявлению. Есть такой блогер великолепный, Мамонт, очень его люблю, уважаю, вот, который просто, я не знаю, вот у вас там на фоне какая-то фигурка, и он запишет об этом ролик и будет делать теории и догадки. И есть моменты, когда теории и догадки, они реально есть такое, что вы делаете какие-то отсылки. Да, Вот. контента сейчас от нашей команды выходит так много, что где-то их просто нет. Где-то мы их просто не оставляем, их начинают видеть там, где их нет. Ну вот про Но- Римскую империю ты говорил в ролике. Да. Понятно, что это типа шутка, мем. Все когда-то думают о Римской империи. Но давай не забывать, что это такое вот прям... Мы старомодные. Что это гиковский юмор. Вот. А по поводу этой книжки можно было сделать реально очень крутейшую отсылку либо на сюжетные повороты, либо на дальнейшее обновление. Но просто из-за того, что все мужики думают о Римской империи когда-то. И это, просто этот момент, эту возможность вы потеряли. Просто, опять же, повторим, что не все отсылки являются отсылками, потому что есть очень много форматов, видеороликов, заявлений, где у нас нет цели дать какую-то отсылку зрителю. Но зритель из-за того, что он привык к этим отсылкам, все равно их пытается там найти. То же самое с синематик-роликами, которые выходят, но которые никак не приурочены к лору игры и не являются совершенно отсылками, зрители постоянно пишут. Хорошо, тогда как вы ответите на... вот сейчас мой тейк. В преддверии хэллоуинского обновления вы постите картинку, где наш лысик спит, и над ним стоит монстр. Да. Как вы... то есть это что? Это просто картинка? Но это брелок из игры. Это отсыл, там брелок, спойлернули, просто он был это черный. брелок. Мы спойлернули брелок. Но я Да. бы подсказал насчет этого брелка. В общем, само обновление получилось жутким таким, реально жестоким, хэллоуинским по-настоящему. И этот брелок, я не знаю, он как-то выделяется слишком, он какой-то мультяшный. Ладно, хорошо, я понимаю, да, есть некоторые схожести, точнее, не состыковки, но самая главная несостыковка, когда вы в трейлерах показываете зомби, но в игре это совершенно другой формат.
Вот представьте, вы выпускаете трейлеры, где там, типа, там типы бегут от зомби, все дела, а у них в руках ни оружия, ничего, да. Зомбаки пустые. Да, и мы нацелены на зомби-режим, потому что, ну, по сути, там Project Pandora, да, то же самое Subject X. В 18-м году хэллоуинский. Хэллоуинский, легендарный, кстати, Легендарный, да. со стикер-паками этими Да, да, жесткими, да. голдскулы. И, ну, типа, и мы все, мы ожидаем, а потом вы такие, ха, лол. А зомби-то у нас с Держи, автоматами. Да, зомбак, держи, и зомбак такой. А что с этим делать? Да, начинается суета. Трейлер — это еще и художественная история, то есть как короткий фильм, короткометражка какая-то, и в ней тоже присутствует доля своего художественного вымысла. То есть раньше, да, мы в трейлерах старались показывать максимально геймплей, старались показать там как можно больше скинов, как-то карту. И любое действие персонажей в трейлере, оно было согласовано с тем, как это будет в игре, чтобы все прям точно соответствовало. Сейчас мы начали уходить больше в сторону такой киношности и именно экшена, красивой картинки, чтобы трейлер воспринимался как самостоятельное такое произведение. Знаете, что вы А делаете? все остальное, все остальное, вот скины, карты и так далее, мы показываем в отдельных видео. Знаете, какую вы большую ошибку делаете? Вы трейлеры превращаете в ваши рекламные ролики для социальных сетей, где спецназовец на хаммере стреляет из пулемета, вокруг вертолеты, все взрывается, потом Standoff 2, и играя прямо сейчас. Как это было и с трейлером хэллоуинской обновы, где два тэшника бегут от зомбарей, зомбари нападают, все так страшно, а в обнове мы видим 4:4 стрельбу. Понимаете? Вот Ну, с классными модификаторами Ну, хотя бы. вопросов И нет. карты, как их оформили, Вопросов чувак, это нет. такая жуть. Геймдизайнерам вообще красавцы. Мне, кстати, очень нравится, что вы отошли от тематики типа family-friendly, вот, что там без крови, без всего, да, вы реально делаете вот красоту, хорроры, вот эти скримеры, вот. Надеюсь, что вы придете к расчлененке. Ну там уже мясо висит на карте Да, кое-какое. а там типа Корова там. family, что-то там бучер, что-то такое вот это Butcher, вот да. есть, да, то есть семейная ферма бучеров, и там мясники такие, вот это вот все, вау. Тоже отсылка на одно из предыдущих. Вот, и, к обновлений. слову, если мы берем какой-нибудь Project Pandora, там от зомбей отлетали части тел. Там голова, руки и так далее. И это тоже нужно продвигать, это тоже нужно делать. У вас есть уже, получается, как это все дело написано, как это все дело работает. С Джаггернаутом было очень круто. Сделайте зомби, я стреляю ему в голову, типа, если я его прям, ну, хитую, да, то есть там в голову там 150 там урона нанес, все, да, оно. У игры и так рейтинг 16+. Мгм. Вы знаете, куда писать ваше мнение по этому поводу? Теперь немножко ожиданий от игры. То есть ожидания по вашей блогерской карьере непонятны, потому что вы всегда нацелены на какое-то развитие, идти только вперед. Ну, как и мы. Как и мы, но хочется узнать, что вы ожидаете от нашего проекта через... Ну, Через год, через 2 и через 5. Кем вы видите Да. себя в нашей да, игре? это стандартный вопрос на собеседованиях. Что ожидаем от игры? Да, В первую очередь мы ожидаем от игры то, что так необходимо аудитории. Это, естественно, дорабатывать косяки. Однозначно дорабатывать проблемы, уязвимости. Мы не говорим про новый контент, мы не говорим про новые там, скины, ножи и так далее. В первую очередь нужно делать фокус на то, что сейчас, какие есть сейчас уязвимости. Вот. Это первое. Второе. Нужно не бояться экспериментировать, как, допустим, с рынком аренды. Это очень классная вещь, очень крутая функция. Я очень надеюсь, что после того, как ее закроют, вы ее переработаете, доделаете, улучшите и вернете. Потому что рынок аренды, лично я на рынке аренды заработал 20 тысяч голды просто с ничего. Просто Плюсую. потому что, да, у меня вот есть какие-то скины. Вот, дальше. Ну и, собственно, добавляйте там магазин серебра, оперативников, всякие различные спорные вещи, но с возможностью откатить. Потому что, возможно, именно эта спорная вещь будет хитом, хитярой, функцией в Standoff 2. Не бойтесь делать шаги, в общем.
Не бойтесь экспериментировать, это обязательно. Что касается новых фишек, Веля, на одном из своих стримов ты предложил вводить платные аватарки и платную смену никнейма. Я думаю, тоже... Я не предлагал это! Не компрометируйте меня! Я говорил, что у нас... Я не с ним, честно. Я говорил, что у нас все настолько... У нас есть свобода выбора, у нас есть свобода слова, свобода самовыражения в Standoff 2, что если бы вы были нацелены на обогащение, на там, заработок денег, вы бы сделали платный никнейм смену, платную аватарку какую-то, платные рамки и так далее. Заход в игру, вы хотите играть? 50 голды. Да. Вот. И мой тейк был о том, что свобода выбора, мнения и слова есть в Standoff 2. Еще вопрос касаемо вашей блогерской карьеры. А у вас были какие-то, может быть, творческие муки? Или у вас был период, когда вам хотелось все забросить? Вот к черту этот YouTube-канал. Я ничего не хочу ни снимать, ни делать. Говорят про выгорание. Много, кстати, вот кто занимается творчеством. Вы Это же постоянная снимаете... проблема, с которой мы боремся. Вы же Выгорание, снимаете депрессия. много, а если много снимать, то это много ресурсов внутри себя нужно найти. Конечно, абсолютно верно. Это очень тяжелая работа у нас. Ну вот, к слову, типа выгорание, депрессия, столько много я слышал там от всяких публичных личностей, что у меня депрессия на фоне выгорания, и вообще я не могу... Не знаю, почему-то лично вот если про себя скажу, не было такого. Ну, вот Как-то- тоже не обесценивай, Вадим. Нет, я не обесцениваю, но просто... Ты с этим не сталкивался? Я с этим не сталкивался, я даже не могу понять, что такое депрессия, потому что я прихожу в офис Велямедиа, да, и все, работать, воркать, бам-бам-бам-бам. Вот он, темщик, воркер. Да, а по поводу того, что, ну, там, ой, там нечего снимать, ой, вот я вот не могу, да, там себя заставить, у меня такого не было. Я думаю, у Аполлона, видимо, есть что добавить по этому Попросил не обесценивать, потому что у меня были такие ситуации, когда, к примеру, ты настроен вот, очень заряженно, что-то снять крутое, есть идея, есть сценарий, у меня все построено, свет, все, беру, делаю, не получается, и так по кругу, что-то не то, что-то не получается, и действительно, ты же тратишь, блогер, силы на огромные эмоции, чтобы выдавить, ну как, не выдавить, а красиво подать контент, очень круто, а потом у тебя что-то не получается, и действительно очень силы уходят. Отдых давай себе нужно. Как ты чувствуешь вот это вот именно как... Выгорание? Выгорание, да. Что оно, какой-то вот... Где-то больно, где-то, возможно, я не знаю. Пятка болит. Знаешь, Я говорю, такая- что есть внутри такое, там, может быть, там пустота. Я бы описал это как эмоциональная тяжесть, когда ты просто молчишь, и у тебя прям тут очень горячо, можно сказать. Действительно, в таких моментах нужно дать себе отдохнуть, и это работает. Это работа. Это работает объективно. Даешь себе отдохнуть, и с новыми силами аккуратненько, на спокойных телодвижениях приступаешь к работе. И мне очень понравилось работать с разработчиками, коммуницировать, узнавать проблемы игры, выносить свои подсказки, помощь как-то. Постоянно мы в специальном приложении с вами в чате общаемся и обмениваемся своими идеями. И забанил 100 читеров тоже. Да, в общем, на самом деле были моменты, и они преодолены, и действительно я вижу светлый лучик, который уже даже солнцем стал, я бы сказал. Действительно, я вижу, что я Какие метафоры остаюсь. сегодня. Я Как? действительно вижу дальнейший путь. Поэтому, дорогие блогеры, не забывайте сотрудничать. Как избавляться от выгорания? Вот вам Общайтесь лайфхак. с разработчиками. С чем у вас проблема, попробуйте ее разобрать внутри. Ну и опять же, сотрудничество со студией, как продвигает Веля, и в принципе я тоже это поддерживаю, мне не заткнули рот. Я дальнейшее могу высказываться про игру, про ее минусы, проблемы. Я думал, если я буду с вами сотрудничать, все. Я враг комьюнити, я вас Продался. продался, и я действительно могу дальше на самом-то деле высказываться за минусы игры, и никто меня не сделает а-та-там.
Вот да, ты сейчас хорошо про игру говоришь, а все потому, что ты сидишь, тебе тут заплатили. Да, мне заплатили. Это Естественно. Нет, на самом Победам деле только. же не все люди думают так же, как вы. Есть те люди, которые против какого-то сотрудничества. Вот интересно понять их логику с вашей точки зрения, почему некоторые считают, что это больше минус сотрудничества, чем плюс. Потому что Чего на все самом деле? боятся ответственности. Сотрудничество со студией — это в первую очередь ответственность. И когда начали говорить про договора, про контракты, Ой, там штрафы начали какие-то. 5 говорить про миллиардов штрафы. долларов просто бамс. Про штрафы, и все так начались трясти. Причина тряски, господа, в любой работе, если вы устраиваетесь, трудоустраиваетесь, там есть пунктик штрафы. Да. Там не вышел на смену, На заводе получил штраф. детальку уронил, Да. разбил. Штраф миллиарды просто, чувак. И все боятся ответственности, потому что в большинстве случаев многие ютуберы — это безответственные люди. Многие ютуберы. Давайте так, творческие люди в большинстве случаев безответственны. В этом и есть творчество. А Безответственные. В этом и есть творчество — это творчество, это хаос. хаос. Безответственные Да. в том плане, Руку- что Руку они, просто бамс. что они просто брат. не брали на себя ответственность или что они реально безответственны. Нет, они боятся брать на себя ответственность. Они сидят дома, они подходят к компьютеру, включают камеру, говорят на камеру, выкладывают ролик в интернет и получают за это деньги. Боятся ответственности. Я не говорю про всех, конечно же. Но смотрите, мы не в наручниках. Ошейника нет. Все хорошо, и говорим так, как думаем. Со стволом кто-то сидит за диваном. Да, мы можем говорить, что Аксельболт молодцы. Мы можем критиковать Аксельболт. Все мы можем. Но наша главная цель — это развивать игру, развивать комьюнити и медийное пространство. Совершенно верно. И в этом наши с вами цели полностью совпадают. Какой подвести итог хочется, да? Мы поговорили о стендоффе с точки зрения развития игры, о перспективах и точках роста от момента, которые вам запомнились там лучше всего, от начала вашей карьеры, от того, что помним мы. И очень часто в последнее время я слышу такой тезис про то, что раньше было лучше. Вот раньше, вот тогда. И у меня есть такая мысль по этому поводу, что игра стендофф, мы можем сравнить ее с постройкой дома. Сначала заливается фундамент, большая работа, на него ставятся стены, да? добавили, стены построили. Добавили новую карту, была одна карта, сделали 2 карты. Опа, крыша появилась. И вот с течением там, первых 1,5-2 лет игры появился такой каркас дома, и для игроков типа, стена, целая стена появилась, вот это да. Это воспринимается как что-то такое монументальное, что-то большое, крепкое. Сейчас же я бы сравнил то, куда движется игра, с декорированием, с Мебель мебелью. Да. заносим. Принесли диван, обои наклеили, да, худ новый, обои. Картину Киберспортик повесили, дальше очень. телевизор, холодильник. И многими это воспринимается как что-то уже такое, по мелочи что-то делают. Там, вот раньше-то целую стену построили, а сейчас, ковер вы постелили, диван поставили. Хотя это тоже важные части всего дома. Без них дом не будет домом. Тейк, что раньше было лучше, это все идет упор на На какие-то ностальгию. проблемы даже игры. Нет, на ностальгию. Например. Ну да. Раньше да. я был моложе, раньше я был стройнее, раньше и голос у меня был звонче. Раньше и Бонни хопить по карте можно было. Раньше и YouTube работал стабильнее, раньше и социальные сети работали Раньше тоже. ТикТок не был заблокирован. ТикТок, да, раньше не был заблокирован. Все раньше было хорошо, поэтому мы все так и любим смотреть вот назад. Но Сейчас хорошо. стой, мы так любим смотреть назад, но далеко не уедешь, смотря в зеркало заднего вида. Ауф. Поэтому смотрим вперед, смотрим в лобовое и Под по себя зеркалам еще. так периодически. Что ж, и на этой ноте, я думаю, мы с вами будем завершать на сегодня. Большое спасибо, что смотрели. У нас в гостях были Веля, Аполлон и Антон Детримент. Будем рады видеть вас на нашем канале снова. Подписывайтесь на ребят. До новых встреч. Пока.